Весьма ожидаемо, по следам Ирано-Израильской войны с участием США, российская пропаганда и официальные спикеры бросились сравнивать происходящее с войной российско-украинской. Дескать, почему им можно, а нам нельзя? Чем отличаются бомбежки Тегерана от бомбежек Киева? Почему никто никому карты не блокирует, санкции против Израиля никто не вводит? Ведь, оказывается, в современном мире воевать — это, мол, не что-то из ряда вон. Это, типа, мол, нормально? Не будем подробно останавливаться на этом нарративе. Вы с ним и так, скорее всего, уже сталкивались. Но попробуем ответить на вопрос, а в чем же действительно разница? Чем отличается российско-украинская война от войны Ирано-Израильской? Отличие тут настолько же простое, насколько может быть неочевидным. Россия и Украина до войны были дружественными странами, а Иран и Израиль – врагами. И это не просто слова. За ними стоит две совершенно разные реальности. Только перед тем, как начнем, небольшой анонс. В чатах и в комментариях мне часто пишут, что было бы здорово встретиться с другими зрителями канала, пообщаться, поговорить вживую. И вот мы решили запустить такой проект – офлайн-встречи зрителей и сторонников по всему миру, раз в месяц. Идея в том, что подписчики сами могут организовать встречи в своих городах, а я буду рассказывать о них на канале. Для этого всего мы сделали сайт. Там уже можно посмотреть, какие встречи запланированы на ближайшую субботу. И можно запланировать свою. Делать там можно то, что вам захочется, ну и организовывать как хотите. Отдельно только скажу, в России, Беларуси и Украине мы такие встречи пока не проводим. А вот в остальных странах заходите на сайт, записывайтесь и приходите. Ссылка на сайт в описании, теперь к ролику. Реальность враждующих стран устроена вполне конкретным образом. И дело не в том, что вы не можете напрямую прилететь из Тель-Авива в Тегеран, и вам предстоит делать крюк через Стамбул. Не в том, что, будучи гражданином Израиля, вам немного сложнее получить визу в Иран, и придется за ней ехать, в Багдад. Не в том, что если вы будете говорить в тегеранском ресторане на иврите, то, может быть, один из 100 официантов что-то недовольное фыркнет. Не в том, что гражданину Израиля нужно какую-то бумажку с иностранным резидентством завести, чтобы ему открыли счет в иранском банке. Всеми этими сценариями российская пропаганда пытается доказать, что там-то и там-то не любят русских. На самом же деле нелюбовь выглядит совсем иначе. Если обладатель израильского гражданства каким-то образом, например, по второму российскому паспорту, окажется в Иране, и о его израильском паспорте станет известно местным чекистам, то человек этот без разговоров поедет в кутузку, и хрен кто его оттуда вытащит. После исламской революции единственный способ израильскому гражданину посмотреть на Персеполь своими глазами – это стать агентом Моссада с 16 слоями легендирования. Между Израилем и Ираном не существует торгового оборота. Он не маленький, его вообще нет. С Фиджи, государством в 150 тысяч километров на другом конце глобуса, у Ирана внешний торговый оборот аж $70 тысяч. А с Израилем, до которого 1000 километров, ни цента. Иран не тот случай, когда отдельные политики что-то не вполне приятное говорят про другую страну. Уничтожение еврейского государства – это буквально цель существования Ирана, официально декларируемое государство. Где никто не делает тайны из того, что Хамас и Хизбалла – дочерние Ирану предприятия. Никто не говорит, что они в военторге ракету купили. Там государство не просто озвучивает угрозы, а вполне себе их реализует. Иран в отношениях с Израилем ведет себя абсолютно в соответствии со статусом врага, ведь стороны находятся в состоянии войны, которая может приобретать разные формы, может даже идти только на словах. Но невозможно представить себе, чтобы в Иране было хоть что-то похожее на происходившее в Украине между 14 и 22 годами. Невозможно представить, чтобы кандидат в президенты Ирана шел под лозунгами примирения, дружбы и любви с Израилем. Невозможно представить иранскую оппозиционную платформу, чтобы открыто произраильская партия заняла 2-е место на парламентских выборах. Равно как невозможно представить и в обратную сторону. От словосочетания «иранская партия в Кнессете» у израильской контрразведки случился бы обширный инфаркт. Не бывает в природе парламента, где заседает вражеская партия. Такое можно вообразить только в одном случае, если страна физически подверглась оккупации. Именно такой формат взаимоотношений враждующих государств ожидаем. Именно так оно всегда и выглядит. Враждебные государства не торгуют между собой и всячески стараются пресечь контрабанду. Не пытаются увеличить экономический потенциал своего противника. Понятно,
что любой, даже не то что гражданин, а вообще любой человек, связанный со страной-противником, имеющий там родственников, недвижимость, счета, становится потенциальным врагом, диверсантом или шпионом. Действия, которые относительно дружественной страны будут совершенно нормальными и полезными, перемещение людей, товаров и капиталов, например, с врагом невозможны. Что логично, ведь нет такой таможни, которая проверит 100% поступающих грузов, а прислать врагу бомбу под видом промышленного кондиционера, который как куда-нибудь в ядерную лабораторию уедет, так это вполне себе план. Любая деловая активность с врагом с точки зрения воюющей страны равносильно финансированию подполья на ее территории. Так враждующие страны вели себя всегда и везде. Так ведут себя и сегодня. В первую очередь, состояние войны всегда означало полный разрыв всех связей. Не обязательно связей формальных или национальных. Но если в одной из бесчисленных войн Франции и Англии вы бы оказались на островах, вы бы наверняка не стали бы ходить и громко всем рассказывать, что вы католик. А теперь перейдем к описанию нормального состояния во всех отношениях близких стран, которыми были Россия и Украина до того, как Россия напала. Но сначала прервемся на небольшую рекламу. Посмотрите, пожалуйста. У многих фрилансеров на постсоветском пространстве сегодня основная проблема – это получение оплаты от зарубежных заказчиков. Приходится пользоваться обходными способами – оформлять счет в зарубежном банке, переводить через знакомых или крипту. Все это дорого, неудобно, временами рискованно. К тому же заказчикам важна простота и прозрачность оплаты. Они могут выбрать другого фрилансера, кому платить будет удобнее. С этой проблемой помогает справиться сервис Mellow. Он упростит вашу работу с иностранными клиентами и позволит получать деньги просто, быстро и легально, где бы вы и ваш клиент ни находились. При регистрации вы заключаете с Mellow договор-оферту, а затем создаете счет от юрлица компании и отправляете клиенту. Юрлица есть разные – на Кипре, в США, в Нидерландах, чтобы вашему клиенту удобно было заплатить. Mellow зачислит полученные деньги на ваш счет внутри сервиса, и вы сможете их вывести на карту любой страны, счет компании или электронный кошелек. По каждой сделке автоматически создаются закрывающие документы – договор, счет и акт выполненных работ. А еще у Mellow прозрачная комиссия – 5% без скрытых платежей и дополнительных комиссий за вывод. Mellow не просто позволит вам принимать платежи от клиентов из более чем 100 стран мира. Mellow также позволит вам получить у заказчика предоплату, безопасную и для него, и для вас. Его средства просто резервируются внутри сервиса и будут выплачены, когда вы выполните работу. Mellow также предоставляет документы для налоговой и Nomad-Viz, оказывает налоговые консультации, помогает проходить валютный контроль и находить новых клиентов. Специалисты из Mellow подготовили гайд, где подробно описали все способы, как вы можете получить оплату от иностранных клиентов. Но стоит понимать, каждый случай индивидуален, зависит от вашей страны и страны вашего клиента, налогового статуса и других факторов. На бесплатной консультации специалисты Mellow разберут ваш кейс и расскажут, как действовать именно вам. Переходите по ссылке в описании, скачивайте гайд и записывайтесь на консультацию. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжим. Мы обсудили, как ведут себя воюющие страны, а теперь перейдем к описанию нормального состояния близких стран. Во-первых, примерно все страны, которым повезло не просто граничить, а делить общую историю и культуру, относятся друг к другу с известной долей скепсиса, где-то иронии, а где-то и неприязни. Это совершенно естественное дело. Чем больше люди похожи друг на друга, чем чаще они друг друга видят и взаимодействуют, тем пышнее друг о друге стереотипы и тем длиннее шлейф взаимных претензий и обид. У нас с вами едва ли могут быть стереотипы об ирландцах, какое-то специальное отношение к республике, занимающей южную часть острова. А у англичан такие стереотипы очень даже есть. Чехи и поляки тоже имеют сложившееся друг о друге мнение, а об уругвайцах вряд ли. Диалекты одного языка или просто близкие языки на слух могут развеселить их носителей. Китайский язык нас веселить мало может, там нет ни единого общего с русским звука. А вот слово «пидрахуй», которое означает всего-то «подсчитай» по-украински, действительно для носителя русского языка звучит забавно. Все эти чудесные интернет-срачи славных нулевых в духе споров о предлоге «на» или «в» Украине, псевдоисторические баталии в обе стороны, откуда есть пошла Киевская Русь и кто кому больше задолжал, кто внес больше вклад, а кто больше пострадал.
Таким занимаются примерно все соседи, способные говорить друг с другом без переводчика. Посмотрите, например, чудесную французскую комедию «Таможня дает добро». Обнаружите, что бельгийское национальное чувство, крайне недружественное французам, вполне реальное явление. Настолько, что на этом можно построить кассовый сюжет, который и со стороны-то довольно смешной, а уж для самих бельгийцев и французов, способных улавливать нюансы, вероятно, просто уморительный. Как в американском Саут-парке изображают канадцев, поклонники сериала не забудут. Конечно, это мета-юмор, стёб над стереотипами. Но так можно смеяться только над очень близкой страной. Нельзя в американском мультике таким образом вывести условных шведов, например. Потому что об условных шведах у среднего зрителя нет плюс-минус никаких стереотипов. Обзывать друг друга в одну сторону имперцами, а в другую бандеровцами – это не акт агрессии и даже не враждебность. Это то, чем можно заниматься хоть сотнями лет, активно при этом торгуя, перемещаясь, обогащая друг друга, без какого-либо взаимного вреда. То, чем в нашей благословенной Европе радостно и занимаются примерно все соседи, благо взаимной кровищи, несправедливости и обид у каждого в истории с избытком. Каждый каждому может счет предъявить без проблем. Но все эти претензии могут вдохновить разве что на сценарий комедии о том, как русские и украинские националисты перепутали вышиванку с косовороткой, поменялись телами и пошли зарабатывать большие бабки по обе стороны границ. К тому же речь идет о соседстве очень разного масштаба стран. А в случае Украины еще и большие и ресурсные соседи сразу с двух сторон. При таком раскладе совершенно естественным образом складывается политическая культура не двухпартийная, а двунаправленная. Естественным образом для такой страны важным политическим маркером будет позиция не только по налогам, расходам, абортам и всему прочему, но и по вопросу «мы скорее с кем?». Скорее ориентируемся на Евросоюз или на Россию? Скорее обособленное общество с отдельной историей и культурой или интегральная часть большого постсоветского мира? В здоровой ситуации, ровно такой, как было до 2014 года, силы эти находились в балансе, а сама страна и оба ее соседа получают от такого транзитного положения только выгоды. Конечно, существуют крайние точки. Какой-нибудь депутат от Севастополя обязательно закричит: «Давайте немедленно станем субъектом Российской Федерации». А депутат из Львова выступит с идеей запретить русский язык даже в кухонных разговорах. Эти двое будут чистить друг другу рожи, разбавляя скучный парламентский процесс. Ну и в целом никому не помешают. Существование в Украине с ее историей и особым положением на карте довольно заметного националистического крыла, представители которого с точки зрения российского гражданина несут несусветную ахинею, это совершенно естественно. Как естественно и то, что силы эти в Украине даже рядом не стояли к чему-то похожему на власть. Такой-то чиновник кто-то сказал, такой-то закон кто-то внес, кто-то там на митинге крикнул, что кто не москаль, тот прыгать должен, а за разговоры на русском предложили сажать на 20 лет. Вот это все не акт агрессии, а вполне естественное устройство нормального политического процесса, который касается только Украины и больше никого. Владимир Жириновский всю свою политическую карьеру построил на горечи от поражения в холодной войне. Если бы хотя бы 1% от того, что он на радость своему избирателю нес про США, в Америке интерпретировали бы так же, как наша пропаганда интерпретировала украинских спикеров, как некую агрессию, мы бы уже все пропитание по ядерной пустоши искали. В реальности до аннексии Крыма Украина и Россия были странами, которые едва ли могут стать друг к другу еще ближе. По официальным данным, в 2013 в России находилось больше 2,5 миллионов граждан Украины. Ежегодно совершалось более 20 миллионов пересечений сухопутной границы туда-сюда. Больше 2 миллионов взаимного пассажирского воздушного трафика. До 35 рейсов в день по маршрутам из Москвы и Питера в Киев и Харьков. Из столиц пограничных городов типа Курска или Белгорода до Харькова гоняли просто пригородные электрички. То есть фактически это была одна агломерация. Про смешанные семьи, про то, что почти у каждого есть родственники по другую сторону границы, я вам рассказывать не буду, это очевидно. В политическом истеблишменте обоих стран тоже наблюдается такая трансграничность, причем до сих пор. Глава Совфеда Валентина Матвиенко родом из Хмельницкой области, а главком ВСУ Сырский родом из Владимирской, где прямо сейчас живут его родители. На 2013 год Украина в первой тройке торговых партнеров России. Оборот 38 миллиардов долларов. Причем обгоняют Украину тут только совокупно весь ЕС и целый Китай.
Если пересчитать по масштабу на душу населения, то никого по этим значениям даже и близко к Украине не будет. Страны связаны настолько, что даже аннексия Крыма не привела к разрушению контактов. Да, Украину стало невозможно посетить по внутреннему российскому паспорту. Какое-то время, пока Донбасс не затих, были нюансы с въездом мужчин боеспособного возраста. Прямое авиасообщение закончилось. Поезда типа Нижний Тагил-Харьков прекратили свое существование. На вокзале Киев-Пассажирский уже не рябило в глазах от вагонов в ливрее РЖД. Но функцию воздушного транзита быстро перехватил Лукашенко, и все стали просто летать через Минск, а сухопутный трафик ушел к автобусам, которые курсировали до Киева из городов западной части России практически из всех. Упала взаимная торговля. Украина перестала быть для России ведущим торговым партнером, но с 12 миллиардами торгового оборота на 2021 год осталась как минимум важным торговым партнером. Имущество российских граждан и компаний после 2014 года не было национализировано. Развод, конечно, был, но мягкий. Просто обе стороны продали активы. Офис студии Лебедева продолжал работать в Киеве, как ни в чем не бывало, хотя сам Лебедев почти сразу попал под персональные санкции Украины. До 2017 года в Украине продолжал работать российский Сбербанк под своим собственным брендом. Не абы какая компания, а дочка главного российского Госбанка. Офигеть просто не встать. Воюющие страны. Русская православная церковь Московского патриархата спокойно себе работала вплоть до начала прямо активной войны, вторжения в 22 году. Это уж вообще себе непредставимо в агрессивно настроенных друг к другу странах, во враждебно настроенных. Первое, что всегда пресекали на собственной территории, это религиозную активность потенциального противника. Тут мы подходим уж к самому очевидному. В 2019 году с абсолютным триумфом, с небывалым единодушием, во всех, кроме одного, регионах Владимир Зеленский в одни ворота второго тура выносит Петра Порошенко на президентских выборах. Зеленский уроженец русскоязычного региона. Карьера Зеленского теснее некуда связана с Россией. Сериалы «Квартал 95», «Сваты» и «Байки Митяя» шли по России один все десятые годы. «Слугу народа» купил Кинопоиск. Дело не в том, что кандидат в президенты Израиля, как и кандидат в президенты Ирана, на выборах с аналогичной для этих регионов биографией не смог бы победить. Дело в том, что человека, который ведет дела в Израиле и дружен с половиной местного шоу-бизнеса и доброй четвертью политического истеблишмента, такого человека просто не могло в Иране появиться. Даже сама фигура Зеленского, а уж тем более его электоральный успех демонстрирует. Даже после Крыма, даже после Донбасской мясорубки Украина России была дружественна. Причем до такой степени, какую не всегда увидишь даже у самых преданных союзников. Чрезмерно близкие связи с иностранной державой ни в какой политической модели особо не приветствуются. Украина была дружественной для России страной. Россия напала на друга. Понятно, что для российских официальных лиц и пропаганды брать войну Израиля, да еще с участием США против Ирана, и сравнивать ее с российско-украинской войной – это такой дефолтный демагогический прием. Но вообще-то разница гигантская. Она в том, что Израиль и Иран – враги, а Россия и Украина оставались ворчливыми друзьями до 24 февраля 2022 года. Враги от друзей сильно отличаются. Первые всегда имеют в виду, что начнут воевать не сегодня, так завтра, а вторые торгуют, ездят друг к другу в гости, создают совместные предприятия, смотрят общие фильмы и читают общие новости. На друзей, конечно, гораздо проще напасть, ведь они и граждане, и руководство до последнего не поверят, что ты настолько съехал с глузда, что реально начнешь бомбить российскими бомбами Киев и пришлешь российские танки на Харьков. А подготовка к обороне до последнего будет выглядеть как сумасбродное паникерство и попытка нафармить политических очков на отражение несуществующей угрозы. Ведь не может же такого быть. Украина хотела вступить в НАТО. Так Россия тоже в свое время хотела. Причем при Путине. С какого переляку НАТО нам враг? На 4-м году большой войны в Европе от правительств стран НАТО физически пострадало 0 российских граждан. Да, теперь европейские страны НАТО дают россиянам визы не в суперупрощенном порядке, а как всем. Дают не сразу на 5 лет, а сначала короткие. Теперь в страну НАТО Францию нельзя слетать напрямую. Нужна пересадка в стране НАТО Турции. Даже сейчас мы только в европейскую часть НАТО экспортируем на $500 миллиардов в год. Российские граждане, если они не под персональными санкциями,
свободно владеют недвижимостью и бизнесом в странах НАТО. Того самого, у границ которого идет война, которому российский телевизор и лично Путин ежедневно угрожают ядерной войной. Даже с учетом войны, плюс-минус никто россиян из цивилизованного мира не выписал. При виде нашего паспорта у пограничников и сотрудников авиакомпании не округляются в ужасе глаза, как при взгляде, например, на пакистанский. Никто нас на пронос бомбы просто по признаку гражданства не проверяет. Да, нам немного сложнее открыть счет в Европейском банке и следят за нашими счетами чуть строже. Но если вы с паспортом Ирана, который действительно воспринимается как враг, явитесь в отделение Европейского банка, отделение это от греха подальше целиком возьмет бессрочный отпуск. По состоянию даже не на 13 а на 23 февраля 2022 года у России нет врагов вообще. Из Украины получилось сделать врага совершенно нетривиальным образом – прямым сухопутным вторжением. Из западного мира и НАТО не получилось слепить врагов до сих пор, хотя очень стараются. Изначальная реакция и все действия западного мира по ходу войны не про ненависть и агрессию, а про изумление и горечь. Дескать, граждане, ну мы ж свои, европейские. Вы зачем так себя ведете? Ну прекратите. Давайте опять торговать и дружить. Разница между Россией и Израилем ровно в этом. Израиль находится в самом агрессивном регионе планеты, где никого не придется дважды просить повоевать. Иран сейчас, пожалуй, самый агрессивный и самый реальный враг Израиля. Россия находится в самом благополучном регионе планеты, где никого на войну калачом не заманишь. Где, чтобы превратить друга во врага, недостаточно без конца ему угрожать и даже недостаточно отжать кусок его территории. Нужно для этого прям танки на столицу отправить. Израиль воюет с врагом, Россия с другом. Нам, привыкшим жить в информационной автократии, где новые друзья и враги назначаются каждую неделю, не просто бывает понять разницу между этими понятиями. У нас весь режим построен на принципе, что все не так, как на самом деле. Но вообще-то говоря, между понятиями друга и врага пропасть. Между ними нет ничего общего. Как ничего общего нет между российско-украинской и ирано-израильской войной. Не нужно нападать на друзей. До завтра.